Гномы и башмачник. Пересказ Букбокса. Хотя Питер Башмачник работал тяжело и был добрым ко всем в деревне, он никогда не мог заработать достаточно денег, делая свои туфли. В один особенно холодный снежный день все, что осталось в его мастерской, был кусок кожи, которого хватило бы на одну последнюю пару обуви. В тот вечер Питер аккуратно раскроил ценный кусок кожи и отложил его в сторону до утра, когда он собирался сшить туфли. На следующее утро, едва взошло солнце, Питер был готов начать работу. Но, к его великому удивлению, изящная пара туфель стояла на его рабочем столе. «Что за волшебство?» — сказала Сесилия, его жена, быстро поставив туфли на витрину магазина, потому что сезон праздничных покупок только что начался. К счастью, туфли идеально подошли придирчивой мисс Сниггинс, и она заплатила щедрую сумму за то, что они прекрасно сидели. На эти деньги Питер пошел и купил больший кусок кожи, которого хватило бы на 2 пары обуви. Тем вечером он снова принялся за работу. Раскроив кожу, он оставил куски на столе и отправился спать. Надеясь придумать удачный фасон, он уснул. Ему снились туфли. Проснувшись рано следующим утром, он снова обнаружил 2 мастерски сшитые пары туфель, стоявшие перед его глазами. Покупатели купили их так же быстро, ведь они были очень красивые. Теперь Питер мог купить кусок кожи, которого хватило бы на 4 пары туфель. Это волшебное дело продолжалось какое-то время, и имя башмачника прославилось на всю округу, потому что у него были самые лучшие туфли. В те дни жизнь Питера и Сесилии стала куда лучше. Однажды Сесилия спросила: «Интересно, кто же помогает нам так усердно?» Питер предложил: «Ночью мы спрячемся в мастерской и подсмотрим, что там происходит». Так они и сделали. Ровно в полночь 2 маленьких гнома подкрались на цыпочках и начали быстро работать. Они шили прекрасные туфли. Они были одеты в поношенную одежду, и у них самих даже не было башмаков. На рассвете они исчезли, оставив несколько пар туфель, готовых для продажи на следующий день. Питер и Сесилия были благодарны маленьким гномам и беспокоились, что они работают так тяжело в такую холодную погоду. Так что Питер принялся делать 2 крошечные пары башмаков, а Сесилия сшила 2 комплекта теплой одежды для каждого из них. В канун Рождества вместо кусков кожи они оставили на столе маленькие башмаки и одежду, а сами снова спрятались. В полночь появились гномы. Они увидели новую одежду и в мгновение ока надели ее на свои маленькие тела. Они были так счастливы, что смеялись без конца, и, танцуя, выскочили из окна.
и больше их никогда не видели. Питер продолжал шить туфли каждый день. И они с Сесилией теперь жили очень счастливо и в достатке. Так же, как и гномы.